Друзья, всем большой привет! В этом видео я хочу вам показать просто шикарную идею, шикарный рецепт, который можно сделать у себя дома. Эти ингредиенты есть практически у каждого. Как вы знаете, белизна предназначена для отбеливания, промывки канализации, чистки сантехники и так далее. В общем, обычная белизна, которая стоит 40 рублей, и средство для мытья посуды Fairy. Есть еще один ингредиент, я вам его назову немного позже. Сейчас устраивайтесь поудобней, уверен, будет интересно, и вы будете шокированы тем, на что способна смесь вот этой вот обычной бытовой химии. Результат будет просто шикарный. Итак, первым делом оденьте обязательно перчатки, так как если попадет отбеливатель на ваши руки, он может повредить вашу кожу, поэтому желательно работать в перчатках. Смотрите, что нам нужно сделать. Примерно на 800 мл отбеливателя, в моем случае это белизна, нужно налить 2 чайные ложки Fairy. Пока я смешиваю ингредиенты, вы можете написать в комментариях, как вы думаете, что же все-таки за раствор получится и для чего он мне будет нужен. Все, выливаем все это дело. Fairy нам пока не понадобится, убираем его в сторону. И следующий ингредиент, который еще понадобится, это обычная перекись водорода 3%. Вот, ничего страшного, если перекись водорода будет 6%, продается она в любой аптеке, стоит также очень дешево. Все, и выливаем перекись водорода в белизну с Fairy. Как вы можете заметить, началась вот такая вот реакция в виде пены. На самом деле ничего в этом страшного нет. Выливайте аккуратненько, сразу много не лейте, чтобы пена не полезла вверх, то есть через горлышко бутылки. Аккуратненько льем. Все, когда бутылка ваша заполнится, закрываем ее, не размешивая, даем постоять примерно около часа, чтобы вот эта пена растворилась в растворе белизны. Итак, прошло практически около получаса, пена, можно сказать, осела и немного пожелтела сама белизна, сам отбеливатель. Скорее всего, это эффект за счет Fairy произошел, так как Fairy тоже желтого цвета. Вот. Теперь я покажу вам, для чего же этот раствор предназначен и как он работает. Берем стаканчик, либо какую-то другую емкость. И наливаем готовый раствор. Далее мне понадобится кисточка. И вот такая вот старая доска, как вы можете наблюдать. Она уже вся потемнела. Сейчас я покажу, что произойдет с этой доской, если на нее нанести вот это вот средство копеечное. Дешевое средство, которое за пару минут сделали своими руками из обычной бытовой химии. Вот наносим и ждем. Сейчас оно высохнет. И посмотрим, какой результат будет. Постараюсь камеры не выключать, чтобы все происходило в режиме реального времени. Вот вы уже можете наблюдать, древесина светлеет. Можно еще нанести немного. Ну, давайте вот так вот нанесем, чтобы у нас была граница и было видно, где обработано дерево, где не обработано. И вот, друзья, прошло буквально несколько минут, и как вы можете заметить, дерево посветлело. Вот, вы видите разницу, как стало и как было. При помощи вот такого вот средства, которое можно изготовить своими руками, без проблем можно обновить ваш старый забор, старый сарай. Например, в бане у вас в парилке потемнели доски. Также без проблем, нанеся этот состав, вы можете освежить до состояния практически нового внешнего вида ваше деревянное изделие, любое абсолютно. В общем, смотрите сами, результат просто шикарный. Получился, можно так сказать, отбеливатель для дерева. И сейчас я вам покажу, как я обработаю какую-то часть своего деревянного строения на улице в мороз, и вы увидите разницу, какое оно было и какое оно стало. Так что, друзья, это средство работает даже в мороз. Сейчас у нас на улице минус 15 градусов. Можно применять его и летом, и зимой. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные советы для дома и дачи. На сегодня все. Всем добра, удачи, успехов. Пока-пока.